Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня я хочу показать вам, как связать узор вот к такому джемперу от Брунелло Кучинелли. Джемпер самого простого силуэта, связан из объемной пряжи, примерно 100-150 метров на 100 грамм, спицами 6-7 миллиметров. Узор напоминает бутоны роз. С таким узором справится любой начинающий любитель вязания, так как я объясню схему узора, и мы вместе попетельно свяжем образец такого узора. Друзья, перед вами схема узора. На схеме указаны и четные, и нечетные ряды. Это видно по нумерации. Это значит, что схема предназначена для кругового вязания. И вязать по кругу узор по этой схеме очень легко. То есть все ряды при вязании по кругу вяжутся справа налево, все они являются лицевыми, и четные, и нечетные. И все они провязываются, и четные, и нечетные ряды, при круговом вязании по условным обозначениям схемы. Накиды при круговом вязании провязываем лицевой петлей. При поворотном вязании нечетные ряды 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и так далее являются лицевыми и провязываются справа налево по условным обозначениям схемы. Накиды при круговом вязании провязываются лицевой петлей. При поворотном вязании нечетные ряды 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 и так далее являются лицевыми и вяжутся справа налево по условным обозначениям схемы. А четные ряды 2, 4, 6, 8, 10, 12 и так далее являются изнаночными при поворотном вязании и вяжутся слева направо по условным обозначениям наоборот, так как схема предназначена для кругового вязания. Что это значит? Это значит, что если при вязании четного изнаночного ряда мы видим обозначение лицевой петли, вот как здесь лицевая во втором ряду, вместо нее провязываем наоборот, изнаночную. Если видим изнаночную петлю, вместо нее наоборот провязываем лицевую. Если вот видим такой знак цифра 2 внутри скобки, 2 петли вместе с наклоном вправо для лицевого ряда, в изнаночном ряду провязываем на этом месте наоборот, 2 изнаночные петли с наклоном влево. Если видим обозначение, вот такая палочка наклонена влево, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, провязываем в изнаночном ряду вместо нее 2 изнаночные петли с наклоном вправо, то есть наоборот, зеркально. Какие обозначения мы здесь видим? Накиды — это вот такие скобки. При поворотном вязании накиды провязываются изнаночной петлей. Палочки с наклоном влево — это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево в лицевых рядах. Циферка 2 внутри скобки — это 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо в лицевых рядах. Горизонтальные черточки — это изнаночные петли, вертикальные черточки — это лицевые петли, и вот такие вот кружочки черного цвета — это шишечки. Как провязывать шишечки легко, быстро и просто, и чтобы они не деформировались, не проваливались на изнаночную сторону полотна и сохраняли свою форму при многочисленных стирках, я покажу, когда мы будем провязывать с вами образец узора. Образец узора в ширину составляет, раппорт узора в ширину составляет 18 петель.
Это значит, что для того, чтобы при вязании по кругу набрать нужное количество петель, ваше количество петель должно делиться на 18, на число петель раппорта. Плюс вы должны добавить еще одну петлю для замыкания петель в круг. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания такого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 18, на число петель раппорта. Плюс вы добавляете 2 кромочные петли. А теперь давайте вместе свяжем образец такого красивого узора. Самым обычным классическим способом набора петель на спице я набрала 38 петель. Это 2 раппорта узора по 18 петель, 36 петель, плюс 2 кромочные петли, которые на схеме не указаны, 38 петель. И провязала один подготовительный ряд базовый всеми изнаночными петлями, чтобы выйти на лицевую сторону работы. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю провязываю изнаночной бабушкиной петлей. Если ваше изделие начинается с резинки или с какой-либо планки, такой подготовительный ряд провязывать не нужно. Такой подготовительный ряд вяжется только один раз перед началом провязывания узора по схеме. Первый лицевой ряд вяжем справа налево по схеме, кромочную петлю снимаем, далее идут 3 лицевые петли, 1, 2, 3 лицевая петля, потом идет накид, 4 изнаночные петли, провязываем 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 3 изнаночная петля и 4 изнаночная петля. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываете их вместе одной лицевой петлей за передние стенки, так как правые стенки петель у вас находятся уже перед спицей. Слева направо заводите правую спицу сначала во вторую петлю, потом в первую. Захватываете нить и провязываете 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. При бабушкином способе вязания правые стенки петель находятся у меня за спицей, поэтому я должна поменять положение своих петель на классическое, чтобы их стенки оказались перед спицей. Вот петля. Правая сторона – это правая стенка петли. Для этого я правой спицей сзади работы подхватываю слева направо петлю и переснимаю на правую спицу. Подхватываю сзади работы слева направо за заднюю стенку петлю и переснимаю на правую спицу. Я развернула 2 петли, затем возвращаю их на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет обозначение. Нужно провязать 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При классическом способе вязания вы должны поменять ваше положение петель на бабушкино, чтобы правые стенки петель, которые у вас находятся сейчас перед спицей, оказались за спицей. Для этого переснимаете по очереди эти 2 петли на правую спицу, при этом разворачивая их. Вводите правую спицу сначала в первую петлю слева направо, как бы хотите провязать лицевую петлю, но не провязывайте, а переснимайте петлю на правую спицу. Вводите правую спицу слева направо за переднюю стенку петли и переснимаете ее на правую спицу. Вы развернули 2 петли и теперь переснимаете их, возвращаете на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь провязываете 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Я же вяжу бабушкиным способом вязания, поэтому я разворачивать петли не буду. Я сразу провяжу 2 петли вместе
за задние стенки. То есть правые стенки петель у меня уже находятся за спицей с наклоном влево. Далее идут 4 изнаночные петли. 1, 2, 3 изнаночная петля, 4 изнаночная петля. Далее идет накид, 3 лицевые петли. Делаем накид, провязываем 3 лицевые, 1 лицевая, 2, 3. Мы провязали раппорт узора из 18 петель раппорта узора. Будем разделять между собой маркерами, чтобы не запутаться. Провязываем второй раппорт узора. 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, 2 лицевая, 3 лицевая петля, накид, 4 изнаночные петли, 1, 2 изнаночная петля, 3, 4, 2 петли вместе, 1 лицевой с наклоном вправо. Я разворачиваю петли, так как я вяжу бабушкиным способом вязания, и провязываю их вместе за передние стенки. 2 петли вместе с наклоном влево, 2 петли вместе за задние стенки при бабушкином способе вязания. 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4 изнаночная петля, накид и 3 лицевые петли, накид, 3 лицевые петли. Мы провязали второй раппорт узора. У меня в образце 2 раппорта узора. Если у вас есть еще раппорты узора, вешаете после второго раппорта маркер и провязываете очередной раппорт. И так до конца ряда провязываете все ваши раппорты из 18 петель, разделяя их маркерами. Последняя кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Мы провязали первый лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать второй изнаночный ряд. Слева направо по условным обозначениям наоборот, чтобы на лицевой стороне получить те обозначения, которые указаны на схеме. Итак, кромочную петлю снимаем. Далее идет у нас шишечка на этой петле после кромочной. Вот на этой петле идет шишечка. Мы должны эту петлю провязать лицевой петлей так, чтобы она у нас была открытая. Если я провяжу вот так эту лицевую петлю, она получается скрещенная. Вот. Поэтому я провяжу эту петлю за переднюю стенку. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем, когда мы будем провязывать шишечку, можно было бы легко найти под шишечкой перемычку. Итак, провязываем петлю после кромочной лицевой петлей за переднюю стенку. Делаем накид. Мы набрали 2 петли на правую спицу. Еще раз провязываем петлю, но не сбрасываем ее со спицы. На правой спице 3 петли. Делаем накид. На правой спице 4 петли. И 5-й раз еще раз провязываем петлю. На правой спице 5 петель. Вообще стандартное число набранных петель 7. Но если вы вяжете из толстой пряжи, можно набрать 5 петель. Если пряжа тоньше, можно набрать 7, 9, 11 и даже 13 петель для тонкой пряжи, для шишечки. Или число набранных петель зависит от вашего желания, какой вы хотите, чтобы была толщина или объем шишечки. Итак, провязали, набрали 5 петель. Теперь саму петлю сбрасываем с левой спицы. 5-ю набранную петлю переснимаем на левую спицу и за переднюю стенку провязываем лицевой петлей. И теперь 4 набранные петли мы должны накинуть на провязанную петлю. То есть провязанную протянуть через 4 набранные петли. Для этого подцепляем левой спицей 4-ю набранную петлю
и протягиваем через нее провязанную. Подцепляем следующую, третью наборную петлю и протягиваем через нее провязанную. Затем следующую, вторую наборную петлю подцепляем левой спицей и протягиваем через нее провязанную петлю. И последнюю наборную петлю набрасываем на провязанную, то есть протягиваем через нее провязанную петлю. Нить подтягиваем. Вот эта петля под шишечкой у нас открытая. Если была бы перекрещенная, трудно было бы найти под ней вот эту перемычку. Нить подтянули, теперь провязанную петлю, на которой держится шишечка, переснимаем на левую спицу и провязываем еще раз лицевой петлей за заднюю стенку. Нить подтягиваем. И теперь нам нужно закрепить шишечку, которая у нас уже получилась, так, чтобы она не проваливалась на изнаночную сторону. Мы сейчас вот так вот, вязание у нас повернуто к нам изнаночной стороной. То есть шишечка должна быть вот здесь, на лицевой стороне, с другой стороны работы. Для этого мы правую спицу спереди работы вводим под шишечку, под саму шишечку. Вот эта петля, на которой шишечка. Под саму шишечку вводим правую спицу и первую перемычку, вот эту перемычку, первую под шишечкой, подхватываем. И выводим ее на правую спицу, эту перемычку. Вот у нас кромочная. Следующая петля – это провязанная петля, на которой держится шишечка, и поднятая перемычка. И теперь перемычку протягиваем через провязанную петлю. Подхватываем провязанную петлю левой спицей и протягиваем через нее перемычку. Нить подтягиваем. Шишечка у нас получилась на лицевой стороне, с лицевой стороны вот там. Мы сейчас находимся на изнаночной. С изнаночной стороны полотно совершенно гладкое будет, и сюда не будет проваливаться шишечка. Вот она здесь на лице получилась. Итак, мы провязали шишечку. Далее идет обозначение 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо на лицевой стороне. Чтобы получить 2 петли вправо лицевой петлей, одной на лицевой стороне, с изнаночной стороны мы должны провязать 2 петли вместе изнаночной петлей с наклоном влево. Это очень просто сделать. Мы просто провязываем эти 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Переводим нить вперед работы. Правую спицу заводим сначала в первую петлю, потом вторую. Подхватываем нить и провязываем изнаночную петлю, обычную бабушкину. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы провязываете 2 петли вместе обычной изнаночной классической петлей. Далее идет обозначение накид. Делаем накид. Далее идет лицевая. Вместо нее провязываем изнаночную петлю. То есть накид мы провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идут 4 изнаночные петли. На схеме мы вяжем зеркально наоборот. 4 лицевые петли. Так, чтобы с лицевой стороны работы получились 4 изнаночные петли. Провязали 4 лицевые петли. Далее идут на схеме 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли. Мы вместо них провязываем 2 изнаночные петли зеркально, чтобы на лице получились 2 лицевые. Далее идут 4 изнаночные, вместо них вяжем 4 лицевые. Одна, то есть зеркально, вторая лицевая, третья, четвертая. Смотрим на схему, дальше идет лицевая петля, которая должна быть на лице работы. Вместо нее с изнанки вяжем изнаночную, то есть накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идет накид. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево.
При бабушкином способе вязания я нить перевожу вперед работы и провяжу эти 2 петли, 2 вместе, одной изнаночной петлей с наклоном вправо. Перевела нить вперед работы, подхватываю эти 2 петли за задние стенки сзади работы слева направо. Сначала вторую петлю за заднюю стенку, можно вот так вот расширить. Вторую петлю за заднюю стенку, потом первую. Вот так. Ввожу правую спицу сначала за заднюю стенку второй петли, затем первой слева направо. Захватываю рабочую нить и провязываю 2 петли вместе. Еще раз. Достаточно трудно это сделать, поэтому нужно свободнее вязать петли. Захватываю рабочую нить и провязываю 2 вместе одной изнаночной петлей за задние стенки, то есть одной изнаночной восточной петлей. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы должны сначала развернуть эти петли, 2 петли, потом так же, как и я, провязать их вместе одной изнаночной петлей за задние стенки, то есть изнаночной петлей с наклоном вправо. Далее идет обозначение шишечки. То есть последняя петля раппорта — это шишечка. Вот на этой петле провязываем шишечку. Провязываем петлю лицевой петлей. Петлю не спускаем со спицы. Делаем накид. На спице 2 петли. Провязываем еще раз петлю. Мы набрали 3 петли. Делаем накид, набрали 4 петли, провязываем еще раз петлю, мы набрали 5 петель. И теперь петлю с левой спицы спускаем, на правой спице 5 петель. Пятую петлю, крайнюю, переснимаем на левую спицу и провязываем за переднюю стенку лицевой петлей, нить подтягиваем. И теперь провязанную петлю протягиваем через 4 непровязанные. Для этого по очереди мы будем набрасывать набранные непровязанные петли на провязанную. Подхватываем 4-ю петлю набранную, накидываем на провязанную. Подхватываем 3-ю петлю набранную, накидываем на провязанную. Подхватываем 2-ю, накидываем на провязанную. И последнюю петлю, 1-ю набранную, накидываем на провязанную. Вот такая шишечка у нас получается. Но шишечка должна у нас быть с лицевой стороны. Вот здесь, с этой стороны работы. Так как мы находимся на изнаночной стороне работы. Для этого мы должны шишечку закрепить, чтобы она не проваливалась на изнаночную сторону полотна. Нить подтягиваем. И затем правую спицу вводим под шишечку. Вот петля, на которой находится шишечка. Мы вводим под шишечку спицу и захватываем первую перемычку под шишечкой, вот эту, правой спицей сзади наперед, и выводим перемычку на правую спицу. Вот у нас петля, на которой находится шишечка, провязанная петля, и через эту петлю мы протягиваем перемычку, подцепляем провязанную петлю и протягиваем через нее перемычку, нить подтягиваем. Мы провязали шишечку, которая у нас будет только на лицевой стороне работы и не будет проваливаться на изнаночную сторону полотна. Вот шишечка получилась у нас с лица работы. Далее переснимаем маркер и начинаем провязывать следующий раппорт узора из 18 петель. Далее у нас первая петля раппорта, опять же шишечка. Провязываем шишечку, провязываем петлю. Одна петля набрана, делаем накид, 2 петли набрали, провязываем петлю. 3 петли набрали, делаем накид, 4 петли набрали, провязываем петлю, 5 петель набрали,
петлю с левой спицы спускаем, пятую петлю переснимаем на левую спицу и провязываем лицевой петлей. И теперь провязанную петлю протягиваем через 4 непровязанные, по очереди накидывая их на провязанную петлю. Можно даже по 2 набранные петли подцеплять аккуратно и накидывать на провязанную. Так будет даже ровнее ложиться шишечка. Ровнее друг к другу будут ложиться петельки. И последнюю набранную набрасываем на провязанную петлю. Вот так у нас получилось. Нить подтягиваем. И теперь переснимаем набранную петлю на левую спицу и еще раз провязываем ее лицевой петлей за заднюю стенку. Нить подтягиваем. Закрепляем шишечку, чтобы она у нас была только на лицевой стороне и не проваливалась на изнаночную. Под шишечкой находим перемычку. Вот она, первая перемычка между петлями под шишечкой. Заводим спицу под шишечку, подхватываем сверху вниз перемычку и выводим перемычку на правую спицу. И теперь перемычку протягиваем через петлю провязанную, на которой держится шишечка. Нить подтягиваем. Мы провязали шишечку, которая у нас оказалась на лицевой стороне работы. Далее идут 2 петли вместе, одной изнаночной петлей с наклоном влево. То есть мы провязываем указанное обозначение наоборот. Нет, разворачивать мы не будем петли. Не разворачивая петли, мы провязываем эти 2 петли вместе одной изнаночной бабушкиной петлей. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы провяжите эти 2 петли вместе одной классической изнаночной петлей. Далее идет накид, затем идет лицевая, вместо нее мы вяжем изнаночную, то есть накид, провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идут по схеме 4 изнаночные петли, вместо них провязываем зеркально 4 лицевые петли, 1, 2, 3, 4 лицевая петля. Далее идут на схеме 2 лицевые, провязываем 2 изнаночные, зеркально провязали. Далее идут 4 изнаночные, провязываем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, то есть наоборот, зеркально. Вместо лицевой петли накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идет накид. И далее идет обозначение. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево в лицевом ряду, то есть на лице. Мы провязываем, чтобы получить это обозначение на лице работы, провязываем наоборот. 2 петли вместе одной изнаночной с наклоном вправо. Я провяжу эти петли, не разворачивая. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы сначала разверните эти 2 петли, как я показывала, разворачивать петли, и провяжите их вместе одной изнаночной петлей за задние стенки. Слева направо подхватываем сначала вторую петлю, потом первую за задние стенки, предварительно переведя нить вперед работы. Здесь у нас был накид. Накид придерживаем, чтобы он не спустился. Вот накид у нас здесь. И 2 петли провязываем вместе одной изнаночной петлей за задние стенки. Вводим правую спицу слева направо за задние стенки. Сначала второй петли, потом первой. Так, немножко подтягиваем петли, захватываем рабочую нить и провязываем изнаночную петлю с наклоном вправо. 2 петли мы провязали. Далее у нас идет обозначение шишечка. Вот на этой петле провязываем шишечку. 1 раз провязали петлю, сделали накид.
еще раз провязали петлю, сделали накид. Мы 4 петли уже набрали, еще раз провязали петлю, на правой спице 5 петель, петлю саму спустили с левой спицы, крайнюю 5-ю петлю переодели, пересняли на левую спицу и провязываете лицевой петлей за переднюю стенку. И теперь провязанную петлю протягиваем через 4 не провязанные, по очереди накидывая, или даже можно подцеплять по 2 петли, вот так сразу, накидывая их на провязанную петлю. Я сразу по 2 петли вот так подцепляю, так шишечка будет ровнее смотреться. Петельки ложатся так друг к другу более ровно. Мы провязали шишечку, переодеваем петлю на левую спицу, еще раз провязываем ее лицевой петлей за заднюю стенку. И теперь нам нужно эту шишечку закрепить, чтобы она у нас была только на лицевой стороне работы и не проваливалась наизнанку. Для этого правую спицу вводим под саму шишечку и захватываем первую вот эту перемычку под шишечкой. Вот так захватываем сзади наперед и выводим перемычку на правую спицу. Вот у нас петля, на которой держится шишечка, провязанная петля, и перемычка. Протягиваем перемычку через провязанную петлю. Подцепляем провязанную петлю левой спицы и протягиваем через нее перемычку. Нить подтягиваем. Шишечка у нас оказалась на лицевой стороне, и она никогда не провалится на изнаночную сторону полотна. Кромочная петля изнаночная, бабушкина петля. Мы провязали второй изнаночный ряд работы. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так у нас уже получается. И провязываем третий лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. И далее на следующей петле после кромочной провязываем шишечку. То есть на петле, где у нас в предыдущем ряду уже есть шишечка, мы должны провязать эту петлю так, чтобы она у нас была развернутая, не скрещенная. Провязываем ее, эту петлю. Вот так смотрим. Вот так, чтобы она была открытая петля. Провязываем эту петлю за заднюю стенку. На правой спице 1 петля, делаем накид, на правой спице 2 петли, провязываем еще раз петлю, на правой спице 3 петли набранных, делаем накид, набрали 4 петли, еще раз провязываем петлю, набрали 5 петель, кромочная петля и 5 набранных петель для шишечки. Саму петлю мы сбросили с левой спицы, и теперь 5-ю набранную петлю переснимаем на левую спицу и провязываем ее изнаночной лицевой петлей за переднюю стенку. И теперь эту провязанную петлю протягиваем через 4 непровязанные петли. Подцепляем слева направо непровязанные петли по очереди и протягиваем через них набранную петлю. То есть накидываем набранные петли на провязанную. Можно по 2 сразу подцеплять набранные петли и накидывать на провязанную. Вот так у нас уже получается шишечка. Нить подтягиваем. Провязанную петлю переснимаем опять же на левую спицу и провязываем ее лицевой петлей за заднюю стенку. Нить подтягиваем. И теперь нам нужно закрепить шишечку, чтобы она у нас не проваливалась на изнаночную сторону полотна. Для этого под шишечкой находим перемычку. Смотрим, где у нас здесь перемычка под шишечкой. Первая перемычка между петлями. Если вам трудно найти эту перемычку, можете подцепить просто какую-либо из сторон петельки, на которой держится шишечка. Ну вот эта перемычка, она здесь видна. Итак,
Правую спицу заводим уже не спереди работы, а сзади работы под шишечку. Сзади наперед. Вот эта вот ниточка от клубка находится с левой стороны. Заводим правую спицу сзади наперед под шишечку. Подхватываем перемычку сверху вниз и выводим эту перемычку сзади работы на спицу. Вот у нас кромочная петля, петля, на которой держится шишечка и перемычка. И теперь перемычку протягиваем через петлю, провязанную, на которой держится шишечка. И подтягиваем. Мы провязали шишечку и закрепили ее. На этом этапе можно поправить шишечки. И шишечку предыдущего ряда, и новую набранную шишечку. Вот так у нас получается уже. Итак, провязали шишечку, далее идут 2 лицевые петли, 1 лицевая, накид. Провязываем лицевой петлей за переднюю стенку. Далее идет накид. Вяжем 3-й ряд. 4 изнаночные петли. 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 3-я, 4 изнаночная петля, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки при бабушкином способе вязания с наклоном вправо, 2 петли вместе с наклоном влево, провязываю 2 петли вместе за задние стенки 1 лицевой петлей с наклоном влево при бабушкином способе вязания, не разворачивая петли. Далее идут 4 изнаночные петли, 1, 2 изнаночная петля, 3-я, 4 изнаночная петля. Далее идет накид. Далее идут 2 лицевые петли. Накид можно провязать за заднюю стенку, чтобы он был открытым. Если у вас накид вот так расположен, то накид провязываете лицевой петлей за переднюю стенку, чтобы получилось отверстие, дырочка. И еще 1 лицевая петля. Сделали, значит, накид и провязали 2 лицевые петли. Накид и 2 лицевые. И на последней петле раппорта 3-го ряда провязываем шишечку. Вот эта петля, на которой будем выполнять шишечку, должна быть развернута, то есть открыта. Поэтому не так вот будем ее провязывать, она будет перекрученная, а за переднюю стенку провязываем петлю лицевой петлей. Немножечко сильнее вытягиваем петли, чем обычно. Делаем накид. На правой спице 2 петли набранные. Провязываем еще раз петлю. На правой спице 3 петли. Делаем накид на правой спице 4 петли. И провязываем петлю еще раз. На правой спице 5 петель. Петлю сбрасываем. 5-ю петлю набранную переодеваем на левую спицу и провязываем за переднюю стенку лицевой петлей. И теперь на эту провязанную петлю набрасываем не провязанные. Я сразу подхватываю по 2 непровязанные петли и накидываю на провязанную. Так получается шишечка быстрее. Мы шишечку провязали. Теперь подтягиваем нить. Петлю, на которой держится шишечка, провязанную петлю, переодеваем на левую спицу и за заднюю стенку провязываем ее лицевой петлей еще раз. Нить подтягиваем. И теперь под шишечкой находим перемычку. Вот шишечка и вот перемычка под шишечкой. Вот так ее немножко вытянуть можно. Шишечка. И вот под ней, под самой шишечкой, перемычка первая. Сзади работы заводим правую спицу
под шишечку, захватываем сверху вниз первую перемычку под шишечкой и выводим перемычку на спицу. И теперь перемычку вы должны протянуть через петлю, на которой держится шишечка, через провязанную петлю. Подцепляем провязанную петлю и протягиваем через нее перемычку. Подтягиваем нить. Мы получили шишечку, которая будет находиться всегда на лицевой стороне работы, а изнаночная сторона полотна будет совершенно гладкая. Шишечка никогда не провалится на изнаночную сторону полотна. Мы провязали первый раппорт узора, маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора третьего ряда. После маркера на следующей петле мы выполняем опять же шишечку над шишечкой, которая находится в предыдущем ряду. Провязываем петлю. Смотрим, чтобы она была у нас открытая. Как провязать ее, это обязательно нужно, а то вы поэтому не найдете перемычку под шишечкой. Я за переднюю стенку провязывать буду петлю. Так она у меня получается вот открытая, развернутая. Провязала петлю на правой спице. Одна набранная петля, делаю накид. Набрала 2 петли, провязываю петлю. Набрала 3 петли, накид делаю. 4 петли набрала. И еще раз провязываю петлю, набрала 5 петель. Петлю с левой спицы сбрасываю. Вот петля у нас открытая, и под ней хорошо видна перемычка, которая нам потом понадобится. Вот она, эта перемычка под петлей. Можно прямо сейчас ее вот так немножко расширить, чтобы потом не искать. Вот шишечка здесь будет, а вот перемычка. Итак, крайнюю набранную петлю, пятую, переснимаем на левую спицу и провязываем за переднюю стенку лицевой петлей. И теперь на провязанную петлю накидываем набранные непровязанные петли. Я сразу по 2 петли подцепляю. Так получается быстро и удобно. И петельки ложатся ровнее друг к другу. Вот так получается. Нить подтягиваем, переснимаем петлю, на которой держится шишечка, на левую спицу и провязываем еще раз эту петлю. Можно провязать за заднюю стенку, так будет шишечка красивее смотреться. Лицевой петлей нить подтягиваем. И теперь вот она у нас перемычка, которую мы уже искали под шишечкой. Вот шишечка и первая перемычка под ней. Сзади работы заводим спицу под шишечку и сверху вниз захватываем эту перемычку и выводим ее. Это рабочая нить, и выводим ее сзади работы на правую спицу. Вот перемычка, вот петля, на которой держится шишечка, провязанная петля. Подцепляем провязанную петлю и протаскиваем через нее перемычку, протягиваем, нить подтягиваем. Мы провязали шишечку. Вот так у нас шишечки получаются. Далее у нас идут 2 лицевые петли. Провязываем 2 лицевые петли. Одну лицевую провязали и дальше провязываем вторую лицевую петлю. Это накид мы провязываем за переднюю стенку лицевой петлей. Провязали вторую лицевую петлю, далее делаем накид и провязываем 4 изнаночные петли. Одна изнаночная, вторая изнаночная петля, третья, четвертая изнаночная петля. Далее 2 петли вместе, одной лицевой петлей за передние стенки разворачиваю петли и провязываю их вместе за передние стенки с наклоном вправо. 2 петли вместе, одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. 4 изнаночные петли, одна, вторая, третья, четвертая изнаночная петля, накид, 2 лицевые петли, накид, 2 лицевые петли,
Здесь у нас был накид, провязываем его лицевой петлей. Это одна лицевая петля и вторая лицевая петля. Накид провязали лицевой петлей за переднюю стенку, чтобы получилась дырочка. И последняя петля раппорта — это шишечка. Вот на этой петле провязываем петлю лицевой петлей за переднюю стенку. Нить вытягиваем чуть больше, чем обычно. Делаем накид. На правой спице 2 петли. Провязываем петлю. На правой спице 3 петли. Делаем накид. На правой спице 4 петли. Провязываем петлю. На правой спице 5 петель. Петлю сбрасываем с левой спицы. Пятую наборную петлю переснимаем на левую спицу, провязываем за переднюю стенку лицевой петлей и набрасываем на нее наборные петли. Я их по 2 сразу набрасываю на провязанную петлю. Вот так получается. Сразу можно найти перемычку или потом поискать ее. Итак, вот эту петлю, на которой держится шишечка, еще раз подтягиваем, еще раз переснимаем на левую спицу и провязываем ее еще раз лицевой петлей за заднюю стенку вниз, подтягиваем. Теперь сзади работы сначала можно найти перемычку, куда мы будем провязывать, под какую перемычку. Так вот здесь можно расширить руками. Вот так. Вот эта перемычка, чтобы найти ее. Вот эта перемычка, вот она. Вот она перемычка. Так вот подхвачу ее, расширю. Вот. Первая перемычка под шишечкой. Заводим спицу сзади работы. Рабочая нить находится слева. Сзади работы под шишечку. Сзади наперед. Подхватываем эту перемычку сверху вниз и выводим ее на правую спицу. Вот перемычка, а вот провязанная петля, на которой находится шишечка. И протягиваем перемычку через провязанную петлю, на которой находится шишечка. Подцепляем провязанную петлю левой спицей и протягиваем через нее перемычку. Нить подтягиваем. Мы провязали шишечку. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Вот такие шишечки у нас получаются. Можно расправить немножко, так, чтобы они красиво лежали. Мы провязали 3-й лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 4-й изнаночный ряд по условным обозначениям наоборот, то есть зеркально. Кромочную петлю снимаем. Далее идет лицевая петля. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Чтобы получить 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо, с изнаночной стороны мы должны провязать 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном влево. То есть провязать эти 2 петли вместе просто обычной изнаночной петлей. Бабушкиной, если вы вяжете бабушкиным способом вязания, или классической изнаночной петлей, если вы вяжете классическим способом вязания. Далее накид идет, делаем накид. Вместо лицевой, которая идет после накида, провязываем изнаночную. То есть накид провязываем изнаночной петлей. Далее идут 4 изнаночные петли. Вместо них провязываем 4 лицевые зеркально. 1 лицевая, 2, 3, 4 лицевая. Идут 2 изнаночные, далее 2 лицевые. Далее вяжем вместо них 2 изнаночные петли зеркально. Видим 4 изнаночные петли. Вместо них вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3,
4. Далее идет лицевая, вместо нее накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Изнаночная петля. Далее идет накид. Далее идет обозначение. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, чтобы такой наклон 2 петель влево с лица получить. С изнаночной стороны мы должны провязать 2 петли вместе изнаночной с наклоном вправо. При классическом способе вязания вы разворачиваете эти петли, как я уже показывала, а при бабушкином сразу их провязываете вместе. Изнаночной петлей за задние стенки. Нить переводим вперед работы. За 2 эти петли придерживаем нить большим пальцем левой руки. Правую спицу сзади работы заводим слева направо. Сначала можно вот так вот расширить эти петли, чтобы легче было провязать. Заводим сзади работы слева направо, за заднюю стенку сначала 2 петли и тут же за заднюю стенку 1 петли. Затем подводим нить к кончику спицы, захватываем ее и провязываем изнаночную бабушкину петлю за задние стенки, то есть изнаночную восточную петлю. И далее у нас идет лицевая петля, это 4-й ряд был. Вот лицевая петля, мы провязываем вместо нее изнаночную петлю. Маркер переснимаем. Мы провязали 1 раппорт узора, начинаем провязывать следующий раппорт узора 4-го ряда. Вместо лицевой петли провязываем изнаночную над шишечкой, у нас она получается. Далее 2 петли вместе, чтобы получить с наклоном вправо на лицевой стороне работы. Провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей. Или классической, или обычной, смотря каким способом вы вяжете. Далее накид, изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идут 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные петли. 1, 2, 4 лицевые петли. 1 лицевая, 2, 3, 4 лицевая петля. Изнаночная петля. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее накид. Далее 2 петли вместе, одной изнаночной петлей с наклоном вправо. То есть провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей бабушкиной за задние стенки. По-другому эта петля называется изнаночной восточной. Ведь можно расширить петли, чтобы было удобно их провязать. Изнаночная восточная петля получается. То есть бабушкина петля за задние стенки. Далее идет изнаночная петля. Переснимаете маркер, если у вас еще раппорт. Провязывайте следующий, так по очереди все раппорты. Последняя петля изнаночная бабушкина кромочная. Мы провязали 4-й ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 5-й лицевой ряд. Точно по схеме. Кромочную петлю снимаем, да, идет лицевая накид, лицевая петля, накид, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю первую петлю и провязываю 2 петли вместе, то есть петлю и накид за передние стенки с наклоном вправо. Далее накид идет. Далее идет лицевая петля, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, 2
изнаночные 2 лицевые петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, 2 петли вместе провязываю за задние стенки. 3 изнаночные петли, 1, 2, 3 изнаночная петля. Далее идет лицевая петля и накид. Лицевая петля, делаю накид. Далее 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Здесь у меня накид и лицевая петля. Я провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вот так ввожу спицу внутрь этих петель, накида и петли, и провязываю вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Далее идет накид и лицевая петля, накид, лицевая петля. Маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора. Мы провязали первый раппорт. Лицевая, накид, лицевая, накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. У меня здесь петля и накид. Первую петлю я разверну, накид не буду разворачивать и провяжу 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо за задние стенки, то есть петлю и накид за передние стенки. Далее идет накид, лицевая петля, 3 изнаночные петли, 1, 2, 3, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. 2 петли с наклоном влево одной лицевой петлей провязываю за задние стенки. 2 петли с наклоном влево. 3 изнаночные петли, 1, 2, 3. Далее идет лицевая петля, накид, лицевая петля, делаем накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Здесь у меня накид и петля. Я провязываю их вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, ввожу вовнутрь этих петель накида и петли правую спицу и провязываю их вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Накид. И что у нас здесь? Накид здесь идет и лицевая петля. Вот накид и лицевая петля. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 5-й лицевой ряд. Вы повторяете раппорты, переснимая маркеры столько раз, сколько вы их набрали. Разворачиваем работу и провязываем 6-й изнаночный ряд. 6-й изнаночный ряд. Кромочную петлю снимаем. После кромочной накид, делаем накид, 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево, чтобы получить это обозначение, это провязывание на лицевой стороне. Вместо него провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей с наклоном вправо, то есть провязываем 2 петли вместе одной изнаночной петлей за задние стенки. Подхватываем, расширяем эти петли, подхватываем сначала первую петлю, это был накид, потом вторую за заднюю стенку слева направо сзади работы, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе за задние стенки одной изнаночной петлей. Так у нас получилось. Далее
идут 3 лицевые петли, вместо них провязываем 3 изнаночные петли, 1, 2, накид тоже провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, 3 изнаночная петля, далее идут 3 изнаночные, вместо них провязываем 3 лицевые зеркально, далее идут 2 лицевые, вместо них провязываем зеркально 2 изнаночные петли. Вместо 3 изнаночных, которые идут далее, провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3 лицевая. Вместо 3 лицевых провязываем 3 изнаночные, наоборот, зеркально, 1, 2, 3. Далее идет обозначение для лицевого ряда: 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Для того, чтобы провязать эти петли в изнаночном ряду, мы должны их провязать 1 изнаночной петлей с наклоном влево, то есть обычной изнаночной петлей провязываем 2 петли вместе, или классической петлей изнаночной, смотря каким способом вы вяжете. Получится наклон влево, 2 изнаночные петли с наклоном влево мы получили с изнаночной стороны. Далее идет накид, делаем накид, маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора. Еще один накид делаем, то есть получается 2 накида подряд у нас. Накид — это последняя петля первого раппорта, и накид — это первая петля второго раппорта. Далее идет обозначение: 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Мы провязываем эти 2 петли изнаночной петлей за задние стенки, переводим нить вперед работы, заводим спицу сначала, это была накид, вторая петля, первая петля лицевая, вторая накид. Заводим спицу сначала за заднюю стенку накида, потом за заднюю стенку петли первой. И провязываем 2 петли вместе, 1 изнаночной петлей за задние стенки. И мы получим на лицевой стороне работы 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Провязав с изнаночной стороны 2 петли вместе, изнаночной с наклоном вправо. Далее идет накид, делаем накид. Это я не тот ряд посмотрела. Далее идут 3 лицевые петли, провязываем вместо них 3 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2, 3 изнаночная петля. Вместо 3 изнаночных провязываем 3 лицевые, 1, 2, 3 лицевая петля. Вместо 2 лицевых вяжем 2 изнаночные. Вместо 3 изнаночных 3 лицевые, то есть зеркально. Провязываем эти петли. Вместо 3 лицевых провязываем 3 изнаночные, 1, 2, 3. И чтобы получить на лицевой стороне 2 петли вместе с наклоном вправо, 1 лицевой петлей, на изнаночной стороне мы должны провязать 2 петли вместе изнаночной с наклоном влево, то есть обычной изнаночной петлей мы провязываем 2 петли, или бабушкиной, или классической обычной изнаночной, смотря каким способом вы вяжете. Сразу 2 петли вместе, 1 изнаночной петлей провязали, и накид делаем. Кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали 6-й изнаночный ряд. Работу разворачиваем на лицевую сторону. Вот так уже выглядит у нас узор.
провязываем 7 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем и вяжем по условным обозначениям схемы. Далее идет 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. То есть накид — это первая петля и лицевая петля вторая. Вот эти 2 петли мы провязываем вместе 1 лицевой петлей за задние стенки. Вводим правую спицу внутрь накида и внутрь петли, захватываем нить и провязываем их вместе 1 лицевой петлей с наклоном влево. Далее идет двойной накид, 2 накида, 1 накид делаем на спицу и тут же второй накид от себя. Далее 2 петли вместе 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваем 2 петли и провязываем их вместе за передние стенки 1 лицевой петлей. Далее идет накид, лицевая петля, провязываем лицевую, 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли при бабушкином способе вязания и провязываю их вместе 1 лицевой петлей за передние стенки, 2 лицевые петли с наклоном влево, провязываю 2 петли вместе за задние стенки, не разворачивая петли при бабушкином способе вязания. Далее идут 2 изнаночные петли, 1, 2 изнаночная петля, лицевая петля, накид. Провязываем лицевую петлю, делаем накид, 2 петли вместе 1 лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево, 2 накидов подряд, 1 накид, 2 накид, двойной накид. И далее у нас седьмой лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Далее идет обозначение 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Провязываем накид и петлю за накидом 2 вместе, 1 лицевой петлей за задние стенки. Далее идет двойной накид. Делаем 2 накида, 1 накид, 2. 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе 1 лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Накид идет, делаем накид, лицевая петля, провязываем лицевую, 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Я разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки 1 лицевой петлей, 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево, 2 петли провязываю за задние стенки, 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, 2, лицевая петля, провязываем лицевую. Далее идет накид, делаем накид. Далее 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном влево. Провязываю 2 петли вместе. Провязываю 2 петли вместе за задние стенки. Двойной накид, 2 накида делаем. 1 накид, 2 накид. И 2 петли вместе, 1 лицевой петлей с наклоном вправо. Вот здесь у нас маркер висит между 2 накидами. Он может как-то передвинуться. Вот так у меня так получалось. Обратите внимание, маркер разделяет 2 раппорта. Конец первого раппорта накид и начало второго накид. Вот эти 2 петли провязываем 2 вместе, петлю и накид с наклоном вправо. Я разворачиваю петлю первую
и провязываю ее вместе с накидом 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо за передние стенки. Мы провязали один раппорт узора с 7 ряда, маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора. 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, накид и следующую за ним петлю провязываю вместе за задние стенки одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее идет двойной накид, делаю один накид, второй, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки. Далее идет накид, лицевая петля, накид, лицевая, 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, вторая, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо, разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, провязываю 2 петли вместе за задние стенки с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 1 изнаночная, вторая, лицевая петля, накид, лицевую провязываю, делаю накид, 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном влево, провязываю 2 петли вместе за задние стенки, одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее идет двойной накид, 1 накид, делаю второй и 2 петли вместе, одной лицевой петлей с наклоном вправо. Это у меня петля лицевая и накид. Лицевую петлю разворачиваю, накид не трогаю и провязываю 2 петли вместе, одной лицевой петлей за передние стенки. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина. Вы повторяете раппорт, переснимая маркеры столько раз, сколько вы набрали. Вот так уже у нас получается узор. Такие здесь шишечки смотрятся. Вот так. В оригинале шишечки немножечко вот так повернуты ромбиком. Можно так их даже вот так вот повернуть немножко. И при ВТО тоже можно их расправить так, как вам хочется, чтобы они выглядели. Вот так выглядят шишечки в джемпере, в оригинальном джемпере. Не квадратиком, а вот таким ромбиком. Это можно добиться при помощи ВТО, когда вы будете делать, когда вы будете стирать. Шишечки, конечно, не нужно отпаривать, но можно просто их выправить так, как вы хотите, чтобы они выглядели вот таким ромбиком. Так получается узор. Интересно получается. Итак, мы провязали 7 лицевой ряд. Работу разворачиваем на изнаночную сторону и начинаем провязывать 8 изнаночный ряд. Слева направо по условным обозначениям наоборот, зеркально. Кромочную петлю снимаем. Вместо 2 лицевых петель провязываем 2 изнаночные. 1 изнаночная петля и 2 изнаночная петля. Это мы провязываем накид изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее идет у нас здесь изнаночная петля на схеме. Мы вяжем лицевую. Здесь у нас 2 накид. Мы его провязываем лицевой петлей. Я провяжу его лицевой петлей за заднюю стенку. Если я провяжу его за переднюю, будет огромная дырка. Провязываю. Вы тоже смотрите, как лучше провязать вам лицевой петлей накид за переднюю стенку или за заднюю. Смотрите по своему вязанию. Я провяжу накид лицевой петлей за заднюю стенку. У меня получается довольно большая дырочка, но аккуратная.
Точно такая же дырочка, такого же размера, как и должна быть при вязании этого узора. Не огромная, но и не маленькая. Далее идут 3 лицевые петли. Вместо них провязываем 3 изнаночные, в том числе и накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. 1 изнаночная, 2 изнаночная петля, 3 изнаночная петля. Далее у нас идут 2 изнаночные. Вместо них провязываем 2 лицевые. Далее 2 лицевые, вместо них провязываем 2 изнаночные петли зеркально. Вместо 2 изнаночных провязываем 2 лицевые, 1, 2. Вместо 4 лицевых провязываем 4 изнаночные. В том числе и накиды. У нас здесь 2 накида будет провязанных изнаночными петлями. Провязываем за переднюю стенку 4 изнаночные, 1 изнаночная, 2 изнаночная, это накид, изнаночной петлю за переднюю стенку, 3 изнаночная и 4 изнаночная петля, это первый накид, здесь у нас двойной накид, изнаночной петлей за переднюю стенку. Остался еще один накид. Далее идет вместо изнаночной петли лицевая. То есть накид мы провязываем не изнаночной петлей, а лицевой. За заднюю стенку, чтобы дырочка не была огромнейшая. Далее идет лицевая, провязываем вместо лицевой петли изнаночную петлю. Мы провязали один раппорт узора. Вот так у нас он выглядит с изнаночной стороны. Маркер переснимаем, начинаем провязывать второй раппорт 8 ряда. Кромочная петля уже нам здесь не нужна. Провязываем 2 изнаночные петли вместо 2 лицевых. 1 изнаночная после маркера, 2 изнаночная петля, это накид. Здесь у нас 2 накида. Первый накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, а второй накид провязываем лицевой петлей за заднюю стенку. Здесь указана изнаночная. Далее 3 лицевые, вместо них вяжем 3 изнаночные, в том числе и накид. 1 изнаночная, накид изнаночной петлей за переднюю стенку, 3 изнаночная петля. Далее идут 2 изнаночные, вяжем 2 лицевые. 1 лицевая, 2. Идут 2 лицевые, вяжем 2 изнаночные. 1 изнаночная, 2. Идут 2 изнаночные, вяжем 2 лицевые. 1, 2. Вместо 4 лицевых вяжем 4 изнаночные, в том числе и накиды. 1 изнаночная, накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, это 2 изнаночная, 3 изнаночная и накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку, это 4 изнаночная петля. Далее у нас идет лицевая петля, то есть у нас здесь был двойной накид. Первый накид мы провязали уже изнаночной петлей за переднюю стенку, а второй накид провязываем не изнаночной, а вот вместо этой петли вяжем лицевую. Лицевой петлей провязываем второй накид за заднюю стенку. Вот так. Дырочка получается красивая. И вместо лицевой петли провязываем изнаночную петлю. Мы провязали второй раппорт узора. Маркер переснимаете и провязываете очередной раппорт узора. В конце ряда кромочная петля, изнаночная бабушкина петля. Работу разворачиваем на лицевую сторону и начинаем провязывать 9 лицевой ряд. Так уже получается узор. 9 лицевой ряд. Кромочную петлю снимаем. Вяжем по схеме, точно по ее условным обозначениям, справа налево. Делаем накид. 2 петли вместе. Одной изнаночной, одной лицевой петлей с наклоном вправо.
Я разворачиваю 2 петли. Вторую петлю можно не разворачивать, она стоит правильно. И провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Далее идет лицевая петля, провязываем лицевую петлю. Далее идет накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе за передние стенки одной лицевой петлей. Далее идет накид, лицевая петля и изнаночная. Лицевую провязываю изнаночную петлю. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево за задние стенки провязываю 2 петли. Получается наклон влево. Далее идет изнаночная петля и лицевая. Провязываю изнаночную петлю, лицевую петлю. Далее идет накид. Делаю накид. И 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Накид. Лицевая. Провязываю лицевую. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. 2 петли провязываю за задние стенки вместе. И в конце раппорта накид. Мы провязали первый раппорт узора 9 ряда. Маркер переснимаем и начинаем провязывать второй раппорт узора. Делаем накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я разверну эти 2 петли и провяжу их вместе одной лицевой петлей за передние стенки с наклоном вправо. Далее идет лицевая петля, накид. Делаю накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Далее накид идет. Делаю накид. Лицевая петля и изнаночная. Провязываю лицевую, провязываю изнаночную петлю. 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Разворачиваю 2 петли и провязываю их вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Далее идет обозначение 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Далее идет изнаночная лицевая петля. Провязываю изнаночную, провязываю лицевую. Далее идет накид. 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. Накид, лицевая, накид, лицевая. 2 петли вместе лицевой за задние стенки. И в конце раппорта последняя петля накид. Мы провязали второй раппорт узора. Маркер переснимаете и провязываете следующий раппорт узора. И так до конца ряда провязываете все раппорты, разделяя их между собой маркерами. Кромочная петля, изнаночная, бабушкина петля. Работу разворачиваем на изнаночную сторону.
И провязывать начинаем 10 изнаночный ряд по условным обозначениям наоборот. Кромочную петлю снимаем. Кромочную петлю сняли.